Сам по себе лингам, конечно, качественный вот здесь, а вот здесь уже недошлифованный. Посмотри, вот тут наверху они, видишь? Тоже интересный инструмент. Вот такие длинные следы оставляет. Вот так вот. И вот такие вот интересные следы, посмотрите. И вот на ней текст такой вот коряво написанный текст. Ходишь, ездишь и везде натыкаешься на храмы. Помимо того, там очень много курганов. Под каждым из курганов тоже обязательно какой-то храм. Вот здесь тоже, да, тоже видно, что буковки поровнее. То есть за 400 лет писать они научились. Самое это прикольное в том, что это не единичные какие-то экземпляры, а их просто сотни. Да, мы таких лингамов никогда не видели. Посмотрите, они как палицы какие-то сделаны. Глубина проработки как будто бы из глины вылепили, но это песчаник. Это чистый песчаник. Друзья, всем привет! Канал Мир на блюдечке находится в городе Кампон-Том, рядом с Самбор-Прайкуком, тем самым местом, где очень-очень-очень много храмов 6, 7, 8, 9 веков. В общем, там целый спектр храмов. Вот Яна уже тут внутри, во дворе музея. Вот сам музей, он очень маленький, но он обещает быть очень интересным. Давайте для начала не будем заходить внутрь, а посмотрим, что здесь у нас выставлено во дворе. Под крышей вот этого вот павильона. Так, первое, что мы видим, это вот этот гигантский лингам. Уникальное это место, Самбор-Прайкук. Мы 2 дня сейчас там провели. Посмотрели очень много храмов, но поняли, что придется ехать еще раз, так как все сразу нам не осмотреть. Слишком много объектов. Ну там их больше сотни, 141, если мне память не изменяет. Давай. Опа, а чего с ним, с лингамом-то? Посмотри, а он разделен на 2 половинки. Ой, серьезно, смотри. Да. Это же часть лингама, да. Ой. А он был вроде вместе. Не, он не был вместе. Мы заезжали тут просто в музей 2 дня назад и не стали ничего снимать. Это у нас, смотри, значит, анкорская эпоха, ранний 9 век. Угу. Из храма Сандан, кстати, в котором мы вчера были. И вот это он, получается, нет, он расколот. Посмотри, он не распилен, он расколот пополам. Для чего? Вот для чего, не знаю, а вот меня интересует, как. Он сам, что ли, раскололся? Или что? Он, посмотри, видишь, довольно неровно. Довольно. Вот тут так гладко. Да нет, оно не гладко. Оно... Нет, оно неровно. Оно неровно, но все равно так странно, да? Как же он так раскололся, и мы не видим никаких следов, чтобы его каким-то насильным образом раскалывали. В общем, непонятно. Как-то раскололся. Чудеса. Но не лазером распилен. Однозначно. Сам по себе лингам, конечно, качественный вот здесь. А вот здесь уже недошлифованный. Посмотри, вот тут наверху они, видишь? Ребристый. Ну, они не доделали его, получается, да? Да. Или что? Вот тут я ничего не могу сказать. Вот вообще не понимаю, что это. Вот это за странная штука. Кусок льва? Да, это лев, да. Без хвоста и без головы. Да. Голову отрубили. Вон, видишь, следы. Да, вот здесь. Тоже интересный инструмент. Вот такие длинные следы оставляет. Вот так вот. Жук, жук, жук. Интересно. Так, ну давай начнем вот слева. Что у нас здесь лежит? Вот это я, честно говоря, не могу идентифицировать. А вот это вот у нас постамент какой-то. Есть у него табличка? Табличка есть. Вот она. Ага. Ну, пьедестал, да.
и неизвестного происхождения, неизвестного возраста, да, то есть ориентировочно с 9 по 13 века. Потрясающий, кстати, пьедестал. Посмотрите, вот тут явные следы какого-то инструмента. Так, сейчас попробую. Очень жалко, что у нас память заполнилась на камере. Приходится сейчас снимать на телефон. И вот такие вот интересные следы, посмотрите. Вот они. Вот так вот идут линии, да? И вот они обрываются. Пытаюсь фокус поймать. Интересно. Здесь мы тоже видим, кстати, вот она линия такая же идет. Вот она, видите? А так поверхность хорошо, очень отшлифована. Очень качественно. Очень качественно. Ну, поэтому и эрозия, кстати, не повредила практически. Вот ее не так. Вот такие вот элементы мы видели. Опять фокус теряется. Да что ж такое? В присутствии этих древних камней постоянно теряется фокус. Мы видели очень много таких вчера. Да. Но они были размерами примерно раз в 6-7 больше, да? А это какой-то маленький. Давай почитаем, что тут пишут. Да, 7-8 века. То есть это вот у нас просад Самбор Прейкук. Да, мы были в нем вчера. Но вот такие штуки, я говорю, мы видели гораздо больших размеров. Как интересно. Да, друзья, если вы захотите приехать в Камбоджу и захотите, чтобы мы вам помогли найти все самое интересное и увидеть все самое интересное, то смотрите в описании, там есть почта, можете нам написать. Ну и мы что-нибудь придумаем обязательно. Так, это у нас колонна 7 века. Так, а тут у нас стела. Стела тоже 7 века. И вот на ней текст такой вот коряво написанный текст. Коряво довольно написанный текст. Посмотрите. Я почему говорю-то? Потому что мы все считаем, что это храмы 7 века, а на самом-то деле не может ли быть так, что эти храмы там уже стояли, когда туда пришли те люди, которые списали эти стелы. Потому что, ну посмотрите, ну это совсем уже криво, да? Это как в пещере первобытных людей рисуночки выглядят. Ну кто смотрит мой канал, тот опять же видел совершенно другого качества надписи. А это прям коряво-коряво. И это у нас, какой-то у нас 8 век. Пьедруа, это то есть часть дверной коробки. Ровно как и вот это тоже часть дверной коробки. Так, дальше пошли. У нас перемычка. Прианкорская эпоха, 7 век. Ну и вот барельеф, смотрите, они уже совершенно другие. Они прям очень сильно отличаются от того, что вы привыкли видеть на барельефах Анкора. Тут можем разглядеть некое божество, сидящее на слоне. Это, судя по всему, Индра. Потом далее мы видим здесь кого-то с конем, не знаю. И здесь вот тоже такой вот воин с мечом. Вот, ну, барельефы тоже, конечно, качественные, безусловно, ничего не скажешь. Вот внизу, кстати, гуси. Гуси часто у них встречаются на древних барельефах, но гусь это у нас ездовое животное Брахма. Вот, и ну, я, конечно, потрясен, совершенно другие барельефы. То есть мы, вспомните анкорские, вот эти вот, непонятно, то ли вихри пламени, то ли какие-то лепестки цветов сумасшедшие или листья деревьев, да. А здесь мы видим прям такой вот действительно очень похоже на, ну не побоюсь этого слова, какие-то раннеиндийские, наверное, образцы, да. Колонна.
Маленькая колонна, 7 век, да, и вот видите, вот в колоннах четкое мы видим развитие. Чем колонна старше, тем больше у нее расстояние вот это между кольцами. В колоннах 12 века там уже совсем такие крохотные расстояния и много колец. О, смотри, вон след-то. Давай сфокусируем. Вот. Здесь видите, внутри еще вот такой вот след идет по кругу. Очень интересный. Очень интересный. Создай. Ух ты. Ну, такой вот какой-то токарный станок древний был. Неведомый. И опять перемычка 7 века, да. Ну, в принципе, другой сюжет, но очень похожий. Ну, кстати, Макара, да. То есть у нас в какое-то время произошел переход от Макары к нагам. Да, я вот думаю, что это как раз вот завоевание одного народа другим. То есть Макара-поклонников завоевали нагопоклонники, грубо говоря. Вот это, похоже, Макара у нас, да. А кто у нас, кстати, на Макаре передвигается? Я вот не помню. Я не помню, но я напишу обязательно. Подожди. На Макаре у нас передвигается какой-то то ли Сканда, то ли кто. Ну, неважно, я напишу обязательно сейчас. Кто это? Потому что богов у них много, да, поэтому постоянно что-то забываешь. А вот это-то? Не, это эти. Нет, Что ты имеешь? колонна. Колонна, да. Ну вот давай посмотрим сначала вот на этот. Ну это такой же, по сути, очень похожий сюжет. Это тоже. Вот эти пимпочки характерны для... Да. Это вот совершенно другое искусство. Да, это как будто совершенно разные страны. Тут и барельефы Анкора, и вот эти вот древние барельефы 7 века. Они не менее искусные, но это совершенно другой стиль. Совершенно другой стиль. Колонна 11 века в стиле Кленк. Вот видите, и в 11 веке здесь были храмы. Ну вообще как? Давайте вкратце историю. Самбор-Прайкук, на этом месте находился город Ишанапура, столица никогда не существовавшего государства Чинла. Ну то есть в официальной истории вот так пишут Чинла. Сейчас уже давно опровергли существование этого государства. Ну, в общем, одна из столиц чего-то, Кхмерского, по крайней мере, здесь была, и на вот этой территории построено огромнейшее количество храмов. То есть там под джунглям просто ходишь, ездишь и везде натыкаешься на храмы. Помимо того, там очень много курганов, под каждым из курганов тоже обязательно какой-то храм. Место невероятнейшее просто. Ты просто смотришь вокруг, везде одни холмы, а каждый холм это отдельный храм. Вот, и это все происходило у нас в 7 веке, но на самом деле считается, что на этом же месте существовала и другая столица. То есть, если та, о которой я говорил, называлась Ишанапура, то предыдущая называлась Бхавапура по имени Бхава-Вармана, короля, который предшествовал Ишана-Варману, основавшему столицу Ишанапура. Но Бхава-Варман является мифическим, можно сказать, легендарным королем. Доказательств его существования практически нет, и поэтому, в общем, у нас нет четких оснований для того, чтобы говорить, что вот на этом месте и в 6 и в 5 веке тоже существовал город, хотя, скорее всего, он, конечно, существовал. Ну вот. Все датировки храмов, опять же, условные, да, мы не можем говорить, что это реально 7 века. Никто вам точно этого сказать не может. Просто решили, что вот, ну, как-то так. Даже не то, что храмы, там целый город был. 100%. Нет, ну там город, конечно, огромный город и с безумным количеством храмов. Вот это вот уже у нас 11 век, и тут уже, видите, все узнаваемо. Вот она. Вот она уже, вот эта листва, вот он идет корень лотоса, да, вот это уже пришли другие люди. Но надо понимать, между ними, между вот этим барельефом и предыдущим 400 лет по официальной хронологии. То есть 400 лет, извините меня. Вот. И все совершенно изменилось. Барельефы стали очень глубокие, да, с глубокой внутренней проработкой. Черт его знает, как они это делали. В общем, фантастика какая-то. А вот это, я даже не знаю, кто это. Шива на быке или Индра на слоне. Наверное, Индра, да? Сложно Похоже. понять. Не, ну это, наверное, слон. Посмотри, уши какие. Ну да. Это, наверное, все-таки Индра. Хорошо.
Вот еще барельеф с гигантским калой, вот, но это опять стиль Кленк. Вот стиль Кленк, он вообще-то в Анкоре. Кленк, ну это в общем здание, там 2 Кленга существует в Анкор-Томе. И существует особый стиль, да, который называется стиль Кленк именно вот по этим 2 зданиям. И здесь мы как раз видим опять наши любимые перемычки, да. Вот они, посмотрите. Сейчас фокус. Постоянно теряешь фокус. Вот они, перемычки, да. Я сейчас тут не буду ничего засовывать в них. Просто посмотрите, там видно и так, что они есть. К Меру в музей приехали. А нет, это сотрудники, наверное. Музея? Да, наверное. Вообще никого нет в этом музее, говорят, никогда. Никто про него не знает, а очень жаль, потому что артефакты здесь собраны интересные. Вот опять пьедруа, да, пьедруа, часть дверной коробки 11 века, тоже с надписью. Здесь уже надпись более искусная, более красиво написано все. Буковки поровнее. Вот здесь тоже, да, тоже видно, что буковки поровнее. То есть за 400 лет писать они научились, молодцы. Так. И вот тоже опять 11 век. Так вот, видите, с 6 или 7 века до фактически 12-13 века здесь был большой город. Потому что на самом деле находят еще и остатки зданий, принадлежащих королю Джайаварману VII, вернее, построенных в правление короля Джайавармана VII, который, как известно, правил с конца 12 по начало 13 века. То есть и его следы тоже мы здесь находим. Вот этот ужасный кубик, посмотрите. Помните наши изумительные кубики из Анкора? Этот кубик даже нигде и никак не подписан. Я так понимаю, что это какая-то поздняя история, вряд ли ранняя. Что ранние истории, они выглядят вот так, как правило. Да? Тут все, конечно, так хорошо, качественно обработано. А внутри вот такая вот дырень. Какая-то статуя там стояла. Так, тут у нас какое-то интересное божество. Смотрите. Вот. Это тоже вот опять древняя история, да, вот с этими вот висюльками. Вы уже, наверное, поняли, да? Такие вот висюльки, это у нас вот признак барельефов 7 века, а вот эти языки пламени, это уже более поздняя история, как правило. Но тут мы на одном барельефе видим и то, и то. Как переходной вариант, что ли. Ну, тут колонна валяется, просто так валяется. Давайте на нее посмотрим. Ну, как и на всех колоннах, да, мы видим четкие следы резца какого-то. Вот. Ну, это все тоже понятно, вот эти ровнейшие канавочки. Нечего добавить, просто посмотреть и удивиться, что эта колонна, ну, судя по внешнему виду, может быть, века 8, да, 9 или даже 7. Так, ну и здесь у нас еще тоже есть пара барельефов. О, кстати, вот этот прикольный, конечно. Вот это красиво, это явно более поздняя работа, то есть это уже, да, век, наверное, 11 как раз. 11 век, да, очень похоже. Вау. Просто можно залипнуть. Так, опять у нас Индра. Ну, вот на трехголовом слоне. Байоновщина, да. Ну, это, видишь, это стиль Анкор-Вата, якобы. Стиль Анкор-Вата. Я не знаю, как, где тут стиль Анкор-Вата, но окей. Сомнительно, но окей. Так. О, какой красивый, посмотри. Кусочек. Мощно, мощно, мощно. Очень жалко, что эрозия все это тронула. Представить себе, как это выглядело более 1000 лет назад. А это уже 1500 лет назад, получается, вот эта штука возраста. Ну, вот такой вот бесхитростный пьедестал. Тут мы ничего особенного не видим. И часть иони по традиции с круглым отверстием внутри. Здесь, в Самбор-Прейкуке, мы везде встречаем иони с круглыми отверстиями.
В Анкоре везде квадратные отверстия, либо изредка восьмиугольные. Ну, квадрат у нас означает бога Брахму, да. Восьмиугольник означает Вишну, а цилиндр обозначает Шиву. То есть вот тут получается у нас никакой триады, один Шива и все. Потому что Брахму мы сюда уже не вставим. Ну, лингам-то вот он, пожалуйста, да. Вы видите. Ну, для тех, кто еще не знает, в основании это всегда квадрат, потом идет восьмиугольник, это означает бог Вишну, и сверху вот эта часть это бог Шива. Тут, кстати, готовят реставраторов. Здесь у них учебный центр. Сейчас очень много проводится работ в Самбор-Прайкуке. Честно говоря, я не очень вдохновлен и впечатлен реставрацией, которая там проводится, потому что очень много новых кирпичей. Ну, об этом всем видео о храмах Самбор-Прайкука. Да, сейчас мы на этом не будем останавливаться, потому что мы хотим показать вам музей. Давайте же его посетим. Такое типичное камбоджийское строение. Посмотрите, у входа и потрясающие деревья. Вау! Красота! Тут опять что-то лежит. Ну, везде что-то лежит, да? Кстати, вот это вот что за бетонное чудище? Это же явно бетон, да? Это же не песчаник. С какими-то арматуринами торчащими. В общем, нет, это что-то современное явно. Вот еще один такой кубик, да, это бетон. Это старое. Ну, какая-то плита, на которой изображена голова. Посмотри. Вот, непонятно, когда сделано. Ну и текст. Тут даже... В тексте мы ничего не поймем. Тут вообще даже... Ага. Очень сложно что-то увидеть. Ну, по крайней мере, что-то здесь было. Так, давайте посмотрим на этот. Вот опять барельеф, очевидно, 7 века. Очень плохо сохранившийся. Ну, давай посмотрим музей. На входе нас сразу встречает пьедестал 11 века. Вот с таким замечательным узором, смотрите. Причем мы заметили там на древних пьедесталах, которые больше во много раз, чем вот этот, вообще никаких узоров нет. То есть узор это вторичная какая-то история, то есть мы можем вполне предположить, что и этот пьедестал когда-то служил для чего-то, не будучи украшенным ничем. Ну, просто посмотрите видео о храмах Самбор-Прайкука, вы там увидите всяческие йони, пьедесталы, на которых нет никаких узоров, а здесь прям хитрый такой узор, посмотрите. Хитрый, красивый, глубокий, с внутренними выемками, то есть, ну, фантастика. Дальше опять другой узор идет, видите, там. Ну и наверху вот такой вот немножко странного вида. Не совсем привычного, не совсем анкорского. Дальше сверху опять идет узор. Посмотрите, сколько здесь слоев, можно сказать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 слоев. 7 слоев разнообразных узоров. Все для того, чтобы украсить вот этот пьедестал. Так, ну это у нас карта, на которой обозначены храмы. Вот он, Самбор-Прайкук, видите, вот она, эта территория примерно, получается там 13 квадратных километров. Но красные точки, которые вы видите на этой карте, это все тоже объекты. А это, обратите внимание, совсем не карта Камбоджи. Да, это всего лишь карта... Так это получается карта провинции. Да, это карта провинции Кампон-Том. Вот она, эта провинция на карте Камбоджи красным выделена. А теперь посмотрите на эту карту и посмотрите, сколько там вот этих красных точек. Вот это все какие-то серьезные объекты. Самого разного, фантастического иногда вот такого вот вида. Я далеко не все из них видел. Но вообще в этой провинции Кампон-Том я не так уж и много еще видел объектов. Всего лишь пару сотен, наверное. Так, ну ладно. Опять колонна.
прекрасная. Так, опять перемычка 7 века. Очень красиво, да? Посмотрите. Глубина, конечно, проработки впечатляет. А просто, понимаете, это самое-то прикольное в том, что это не единичные какие-то экземпляры, а их просто сотни. Их просто сотни, и большинство из них до сих пор находится под землей. Ну, такой вот порог, да, перед каждой лестницей фактически. А везде, во всех храмах, это у нас получается опять 7 век. Ну, привычно высокое качество. Вот у них, смотрите, вот так прианкорские просаты. План типичного прианкорского просата. Ну, надо сказать, что они все разные, да, вот и здесь это видно, видите, 3 совершенно разных, один даже октагональный. Вообще октагональные храмы в Камбодже большая редкость, и как раз в Самбла-Прайкуке их можно увидеть. Так, здесь у нас какое-то навершие, да, тоже 7 века, давайте посмотрим. Ой, как тяжело с фокусом-то, я не знаю почему. То ли потому что камень, то ли что. Обычно у этого телефона никогда нет проблем с фокусом. А вот когда попадаешь в храмы, постоянно приходится его контролировать, потому что он постоянно куда-то вылетает. Но это у нас просто балясинки. Такие тоже маленькие балясины, вы привыкли, да, в Анкоре видеть гигантские балясины, 1,5-метровые там, а здесь вот такие маленькие. То есть это разные совершенно культуры, разные цивилизации. А тут-то что у них? Смотри. Ну вот это у них там гадальная книга. Это, судя по всему, какие-то находки, да? Да. Ну вот какого они века и что, сказать трудно. Если вот смотрит кто-то, кто разбирается вот в этих старых вещах бытового свойства, может быть, вы что-то здесь узнаете. Смотри, что-то вроде берестяных грамот. Да не, это бамбуковые дощечки, это не древние. Они долго не сохраняются, поэтому это не очень древние. Ну, пару столетий, может. То есть тут очень тоненькие, да. Ну, конечно, ценные, безусловно. Но это не та древность, за которой охотимся мы. Ну, вот тут у них, смотрите, давайте фонариком подсвечу. Горшки, да, керамика какая-то. Вот такая вот. Очень яркий у меня фонарик, конечно. Вот, посмотрите. А что это вообще, керамика? Да, то я уж испугался. Думал, камень. Тоже керамика? Похоже, да. Вот такие вот найдены здесь тоже предметы. А это бронза, судя по всему. А это вообще непонятно что. Сейчас. Что это? Камень. Да, проблема вот таких вот маленьких музеев в Камбодже, что никаких объяснений, никаких пояснений вы тут особо не найдете. Это у нас на гусе передвигается Брахма. Очень древняя, очевидно, история. Вообще изображения Брахмы не так уж и чисты. Не так уж и часто их можно встретить. Ну, а это у нас какой-то аскет. Аскет. Так. Опять колонна, это уже все понятно. Чудные совершенно барельефы. Вот опять тут макара. Так, а здесь у нас лингамы, причем лингамы фантастического вида. Да, мы таких лингамов никогда не видели. Посмотрите, они как палицы какие-то сделаны. А гладкие, ну вот это все, это полировка, прям вообще огонь. Тут просто, я не знаю, гладко-гладко, вот как зеркало. Все равно, что зеркало гладишь. Если закрыть глаза, можно подумать, что ты гладишь гладкое стекло. Ну, ровно. А этот еще более гладкий. Видите, в нем все отражается. Тут вот такая-то, как она называется, мукхалинга, по-моему, называется вот эта деталь.
Вот. И здесь у нас никаких следов инструментов кругового вращения не наблюдается. Смотрите, просто все отполировано. Вот этот похуже, да, тут такая уже шлифовка, не такая тонкая полировка, как на соседнем. Это, конечно, фантастика. Фантастика. Но они все датируются 7 веком, да. 9 божеств. Тоже 7 век. А вот это у меня почему-то никак не сочетается. Посмотрите, довольно примитивное изображение вот этих 9 божеств. 7 век. И тут же выше мы видим вот эти совершенно непонятного свойства лингамы, которые непонятно как сделаны. Вот этот особенно, да, самый большой. Фантастический. Так. Grinding roller. А, это что-то это, да? Ну вы поняли. Скалка, короче. Скалка. Скалка и соответствующий предмет. То есть столик. Так подождите, я не понял, это камень же. Ой, как гладко. То есть вот здесь вот они что-то раскатывали, да, вот на такой вот, на таком вот каменном столике, на такой каменной приставочке. Как интересно. Бытовые предметы вообще редко каменные можно найти в этих музеях. А вот конструкция Йони интереснейшая. Во-первых, мы смотрим, что сам пьедестал под Йони, он опять вот этот вот стиль 7 века, да, со своими барельефами специфическими. Ну, причем очень много Йони, как я уже до этого сказал, можно найти, которые вообще без всякого вот этого вот рисунка. То есть все то же самое, но никакого рисунка. Сверху у нас плита, собственно, изображающая Йони, и опять у нас круглое отверстие, да, чего мы не видим в Анкоре. В Анкоре мы видим квадратное. Дальше интереснейшая система, которую в Анкоре мы тоже не увидим. Вот тут вот вода стекала вниз, попадала в эту чашу. Вот в одном из храмов Самбор-Прекука мы увидели остатки вот этой системы, а именно вот эта вот как раз деталь. И дальше вот это все выводилось из храма через вот такую вот львиную пасть. А если вы бывали в Индонезии, на острове Ява, Прамбанан и близлежащие храмы, то вы наверняка видели очень и очень похожие детали. Давайте посмотрим. Это у нас, наверное, 7 век. Да, это у нас действительно 7 век, и по времени с Явой примерно это где-то совпадает. То есть нужно еще очень глубоко разбираться в этой истории о связях Камбоджи с Явой, потому что не так уж и много мы об этом знаем, и сведения очень и очень противоречивые. Ну, я эту тему регулярно поднимаю в своих видео, поэтому можете посмотреть разные видео на канале, и частенько я этой темы касаюсь. Ну, вот это все мы уже привыкли, да, к этим потрясающим барельефам, просто потрясающим. Ну, это навершие, на крыше, в виде закрытых бутонов лотоса. Такое, вот таких вот просто сотни тысяч валяются под землей в Камбодже. Это потрясная вещь. Тут у нас уже, видите, пишут 8 век. Угу. Пном Сантук, это не там, где Самбор-Прекук, кстати, это совсем в другом месте. Это от Самбор-Прекука километров 30-40. Вот. Это холм, на котором когда-то был расположен древний храм, а сейчас там современный монастырь. Посмотрите на эти листья. Вот моя рука, вот они, эти листья. Неплохо, да? Глубина проработки, как будто бы из глины вылепили, но это песчаник. Это чистый песчаник. Ох, красота. Тут у нас 7 век опять. Ничего не поясняется, что тут изображено, но давайте посмотрим. Лица очень суровые, да? Какие-то, как будто бы автохтонное население Новой Зеландии. Такие прям лица-то выразительные. Выразительные, если честно. Да, это прям совсем-совсем южные азиаты.
С этническим составом Камбоджи, естественно, тоже есть очень много проблем и вопросов. Камбоджа вообще очень неоднородная страна. Здесь очень много разных национальностей проживает. А я вообще всегда про Камбоджу, я всегда говорю, в каждой избушке свои погремушки, это вот касается Камбоджи непосредственно. То есть тут реально в каждой деревне свои какие-то обычаи. Да тут одних только похоронных обычаев безумное количество, которых еще предстоит долго разбираться, я думаю. Ну, вау, гляньте-ка. Это у нас 11 век уже, да, 11 век. И тут уже, видите, сейчас, ага, вот так фокус поймали и поехали. И поехали, да, как будто резцом по мягкому материалу все это изготавливалось. Очень сложно поверить, что это сделано по камню, вручную по камню. Интересно, как этот барельеф заканчивается. Почему-то то ли он не доделан, посмотрите, но окончание у него очень кривое. Вот такое вот идет волнистое. С этой стороны то же самое. Также вот так вот криво идет волнисто. Такое ощущение, что то ли он не закончен, да, он должен был быть дальше продолжен. А, собственно, да, вот, пожалуйста, видите, вот, очевидно, начало следующего элемента, но дальше уже они ничего не стали делать. Ну, сложно сказать, хотя, с другой стороны, хвост, видите, опущен вниз, то есть, возможно, вот это все как-то предполагалось скрывать зачем-то. В общем, сложно сказать, просто оцените красоту этого создания. И это, конечно, ручная работа, да, тут никакой машины нет. Вопрос только, какие ручные инструменты при этом использовались. Вопрос сложный. Так, вот тут как раз стенд, посвященный перемычкам. Доанкорские перемычки. Видите, тут разные стили представлены. А что у нас тут под номером 1 интересно? Я вот не вижу ничего. Там по-кхмерски написано. Ага. В общем, ребят, непонятно, что это у нас под номером 1. Меня очень интересует вот этот барельеф. Это просто представлен образец индийской резьбы по камню. Вот, для сравнения. Я и думаю, что я в Камбодже что-то не видал таких барельефов. Ну, понятно. Ну, а это уже анкорские перемычки, да, вот это вот сумасшествие совершенное в камне. Это я все вам уже неоднократно на канале показывал. Опять у нас тут пьедруа, да, и опять написано все довольно корявенькими буковками на очень хорошо отшлифованной поверхности. Вот почему я всегда сомневаюсь-то, да, что надписи принадлежат к тому же времени, что и строительство храма. Потому что, как правило, отличная поверхность, хорошо отшлифованная, а исписана корявыми буквами. И вот по этим надписям датируются все эти храмы, да. Ну, то есть там есть датировки, нам известна система их летоисчисления, это индийская система была. Вот, и там везде всплывает там, 7, 8, 9, 10, 11 век. Да, но вопрос, правда ли эта надпись соответствует возрасту храма? Ведь, как правило, храмы-то, особенно дверные их проемы, да, они же выполнены просто на таком идеальном уровне, что даже сейчас сложновато повторить, не используя современные инструменты. Это как-то мне вообще не нравится, корявенькая какая-то. 11 век, наверное, да? Ну да, 11 век вы уже, наверное, тоже узнаете вот эти вот детали. Ну и дальше пошли перемычки, это уже в стиле прируб, это уже анкорский стиль. Видите, все-таки картинка должна была заканчиваться обрамлением. Вот оно прямое обрамление. А на этом меня все волнует этот барельеф, да, почему-то мне кажется, что он просто был не закончен. Ладно.
Так, это тоже стиль Прируб. Ну, Прируб это у нас вообще храм X века в Анкоре. И один из стилей архитектурных был назван как раз по этому храму. И вот это у нас тоже такой неплохой барельеф, но уж очень плохо сохранившийся, да? Уж очень плохо сохранившийся. Лингам потрясающий. Лингам просто огонь. Просто огонь. Большой. Очень странный на нем узор. Смотрите. Это камень такой. Это камень такой. А я вот не видел таких вот, честно говоря, камней. Ну, вообще песчаник здесь самый разный бывает, но такого фантастического узора я не видел. А он точно отсюда, да? Вот, тоже очень гладенький. Опять какие-то круглые элементы, что характерно для Самбор Прейкука и совершенно не характерно для более поздних построек, для Анкора там и так далее. Видите, еще и тонкая такая плита. Меня вот это тоже потрясает. У них очень много. Но этот элемент не самый большой, тут где-то сколько, 1-1,5 в диаметре. Но мы видели просто гигантские круглые плиты там, где храмы. Оттуда уж никто не вывозит, они там валяются просто на земле. И я не понимаю, как такие тонкие плиты из камня можно было изготавливать, чтобы они не разломались. 7 века. 7 века. Вот эта история. Так, ну пойдемте. Небольшой музей, но зависли мы тут над... О, опять какие лингамчики фантастические. Значит, это у нас тоже 7-8 века, да? Тут все, в общем, да, 7-8, 7-8, дальше пошел 11-12. Ну, в общем, давайте посмотрим. То есть 7-8 века. У нас вот такие колобашки в виде лингамов, причем полное отсутствие вишну. Да, мы видим здесь брахму, квадратик, и цилиндрик Шиву. Полное отсутствие вишну. И вот уже с 11 века у нас появляется стандартный лингам. Стандартный лингам, то есть у нас стандартный лингам появляется где-то, ну, может быть, века с 10-го. То есть это вот этот конкретный лингам 11-го, но вообще, конечно, в X веке уже, конечно, были стандартные лингамы, безусловно. Ну вот. Тоже посмотрите, вот эта вот линия идет по кругу, да? Она чем, вот, сейчас, вот так вот, а она чем оставлена? Ну, вот так просто по кругу идет и все. Может быть, он недоделанный, может, тут какая-то наметка была, какого-то еще узора, непонятно. Вот, дальше уже у нас идет опять, нет, это уже 12 век, этот лингам. Ну, выполнены они, конечно, ох, ничего себе. Я аж это испугался, когда я его потрогал, извините меня, но вот это отполировано тоже как зеркало. Не знаю, видно ли. Ну, тут нечему отражаться, но на ощупь это, конечно, фантастика какая-то. Это фантастика. Вот этот вот не так сильно отполирован, скорее просто отшлифован. Как у них вот это выглядит все, как они вот это изготавливали, ну, тут ничего особенного, да, вот эти углы. Ну, вот здесь уже, а вот здесь уже неплохо, да, здесь уже, а вот этот еще лучше, посмотрите. Вот. Видите, как все качественно. Тут кусочек отвалился слева, да? Видите, как все качественно сделано. Потрясающе. А это у нас просто мужское божество. Просто мужское божество. И пьедестал аж 12 века в стиле Анкор-Ват. Ну да, кстати, в Анкор-Вате таких пьедесталов мы видим немало. Те, которые сохранились, да, из Анкор-Вата очень много было вывезено, продано за границу. Это известная история. Так, ну ладно. Ух, опять пошел барельефик, это 11 век. Опять в стиле Кленк. Опять какое-то буйство резца. Да, резчик сошел с ума.
психанул и сделал вот такое. Психанул и сделал вот такое. А это что-то уж очень не старое, да? Это, наверное, век 12, судя по всему. Да, это век 12. Ну, сложно сказать. Это у нас Вишну, да, если вы не поняли, это Вишну. Либо Вишну, либо, может быть, конечно, Авалокитешвара. Бодхисаттва Авалокитешвара в буддизме Махаяна. Он изображается с теми же атрибутами, что и Вишну. Поэтому иногда важно знать, из какого храма эта статуя, из буддийского, тогда это Авалокитешвара, либо индуистского, тогда это Вишну. Это мужская фигура просто. Так, ну, наги. 11 век. Вот, 11 век у нас мы видим нагов. Ну, кстати, вот тоже, видите, перемычки. Видите, там тоже есть перемычки, они тоже сквозные. Да, мы до сих пор не понимаем, что это такое. Ну, тут прям вот наги. Да опять навершие какое-то, да? Stone маркер. Я не знаю, ребят, что они имеют в виду под этим. Возможно, что это не навершие, что-то другое. Но тут я ничего не могу сказать. 10 век тоже. Ну вот статуи, вот это, кстати, статуя, вполне себе. Тоже 11 век в стиле Бапуон. Посмотрите. Она, в ней тоже свет отражается, вот видно, да, она очень гладкая. И на ней еще нанесены, вот вы видите, да? Упс, сейчас поймаю фокус. Вот он. Какой-то узор. Довольно корявенький, да? То есть то ли она недоделана, то ли что. И вот этот крестик, но тут мы ничего не можем сказать. Это, конечно, могли и более поздние люди сделать. Вот нашли такую статую, да, офигенную, классную. И потом нанесли еще на нее какие-то узоры. А вот вся эта классность заканчивается на уровне пояса. Вот дальше уже, ну, вряд ли эта эрозия так поработала, да, вот эти вот кривые линии не может быть результатом работы эрозии. Это очень странно, да, а верхняя часть, она прям офигенная, прям идеальная. Ладно, а вот этот вообще безобразный, но это 100% недоделанный, посмотрите. 100% недоделка. Ну, по крайней мере, вы видите, что их не отливали, да? Что их реально вырезали в камне. Ну и тут тоже такая похожая история. Лев без головы. Ну, это уж совсем современность пошла, да? Никакой датировки нет, естественно. Ну, это уже Будды, там, может быть, 17 век, 18 век, все что угодно. Это нам не очень интересно, ровно как и вот эта статуя, видите, тоже нет датировки. Нет, тоже датировки, да, написано средний период, ну, средний период. Это время от развала Кхмерской империи, примерно 15 век, да, до нового времени, до 19 века, до прихода французов. Будда под нагом. Где там этот наг? Вот, да, внизу. Вот, видите, наг, свернувшийся колечком. Это тоже типичная кхмерская история, да, изображение Будды, сидящего под нагом. Потому что наги, конечно, это очень важно для Камбоджи. А вот тут вот есть датировка 15-16 века. Тоже Будда на наге, и здесь он уже весь покрыт золотом сусальным. Сохранилось. Золото сохранилось. А тут уже, конечно, не наг. У нас изображен какой-то дракон. Тут уже пошла
Стилизация более нового времени. Но, в общем-то, можно сказать, что мы все осмотрели, что есть в этом музее. Давайте попробуем заглянуть вот сюда. Здесь, где готовят реставраторов. Да. Вот вон какие-то штуки интересные. Вон там девчонки что-то лепят. Да. Вот, ну ладно, не будем наглеть. Мы по большому счету все увидели. В общем, будете в Камбодже, заезжайте в город Кампон-Том, едьте дальше в Самбор-Прейкук. Ну, вы точно будете ошеломлены. Я даже советую сначала посетить Анкор, да, а потом приехать и увидеть более ранние храмы, чтобы понять, как это все развивалось, что это были за культуры, что за различные цивилизации, я думаю, различные нации. Да, это же был такой котел, вся эта Камбоджа, такой котел, такой перекресток цивилизаций. Вот, ну, а мы, пожалуй, поедем домой. У нас впереди длинный переезд. Ну, я надеюсь, мы справимся. Все, всем пока и до новых встреч. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Друг Аркадий.